Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Фархад. Сегодня я готовлю свадебный плов на 1 килограмм и 200 грамм риса. Нам понадобится 150 грамм бараньего курдюка, 1 килограмм и 200 грамм мяса. Здесь у меня баранина с говядиной, 2 луковицы, 1 килограмм и 200 грамм моркови нарежем соломкой толщиной 8 миллиметров. Также понадобится 350 грамм иранского нута, замоченного в воде, зира, черный немолотый перец, изюм, куркума, соль, растительное масло и рис. Для начала я разжигаю дрова под казаном и буду ждать, пока он нагреется. В нагретый казан опускаю курдюк. Курдюк вытапливаем на среднем огне. Убираем шкварки из казана и повышаем интенсивность огня на максимум. Теперь наливаю в казан 450 мл растительного масла. Масло накалилось, теперь опускаю в казан мясо, по одному куску, не торопясь. Мясо запечаталось, теперь добавляю в казан лук. Перемешаю содержимое казана и буду жарить, пока лук не достигнет карамелизации, то есть темно-золотистого цвета. Теперь я добавляю часть моркови в казан, остальную часть добавлю чуть позже. Поверх моркови добавлю нут и изюм. Далее добавляю остальную часть моркови. Центр казана накрою небольшой чашкой. В 700 мл теплой воды растворяем 2,5 столовых ложек соли и добавляем эту воду в казан. На минутку убираю чашку с казана, чтобы добавить специи. Я добавляю пол чайной ложки черного перца горошком, 1,5 чайной ложки зиры, немного куркумы и далее опять накрываю центр казана чашкой. Я дождусь закипания зирвака, далее уменьшу огонь и буду томить зирвак примерно час на малом огне. Пока зирвак томится, я промою и замочу рис. Прошло примерно час времени. Повышаю интенсивность огня на максимум и буду закладывать рис.
В свадебном плове рис готовится немного иначе, в отличие от других видов плова. Я выравниваю рис, добавляю немного соли и зиры. А далее буду выпаривать рис без добавления воды. Воду я добавлю только при первом перемешивании риса. Я убавляю огонь, чтобы он был немного выше среднего. Накрою казан крышкой на 5 минут. Прошло 5 минут. Буду перемешивать рис в первый раз. Первое перемешивание риса важнее всего, поэтому делаем это очень тщательно. Когда плов готовится на большой объем риса, то накрывается крышкой не на 5 минут, а на 10, 15, даже на 20. И так 3 раза, не считая финального этапа. Вкус плова в большей степени зависит от правильного приготовления риса, поэтому я покажу все 3 этапа перемешивания риса полностью. Теперь я добавляю немного кипящей воды, это примерно 100-150 мл. Я тщательно перемешал рис в первый раз, теперь накрою крышкой на 7 минут. Прошло 7 минут, перемешаю рис во второй раз.
Я еще раз накрываю казан крышкой на 7 минут, при этом у меня огонь немного выше среднего. Прошло еще 7 минут. Перемешаю рис в третий раз. Дрова под казаном уже догорают, сохраняю примерно средний жар. После каждого перемешивания я пробую рис на готовность, на вкус. После третьего перемешивания он должен быть готов примерно на 85%. Я тщательно перемешал рис в третий раз. Теперь собираю рис горкой, накрою казан крышкой и убавлю огонь на минимум. Раскрою немного центр плова, чтобы влага, которая возможно осталась внутри, вышла наружу. Это финальный этап. Я накрыл казан крышкой. Так он простоит на минимальном огне минут 15, и через 15 минут я вовсе потушу огонь под казаном. И таким образом он постоит еще 10 минут, и плов будет готов. Плов готов. Извлеку все мясо из плова, перемешаю рис и буду выкладывать на тарелку.
Делитесь в комментариях вашими успехами в приготовлении плова. Приятного всем аппетита!